Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня для вас обзор очередной моей посылочки от торговой марки Fiore. В этот раз мне фиоровцы положили масло для кутикулы. Как же оно вкусно пахнет, девочки! Потрясающая штука, очень мне понравилась. Также мне положили быструю сушку, но, к сожалению, я ей воспользоваться не могу, потому что с лаковыми покрытиями я не работаю. Хотя, по идее, у меня же есть хроматики. По идее, именно эти хроматики будут замечательно сушиться при помощи вот этой вот сушки. Но это я придумала только сейчас, поэтому еще не пробовала. Если вдруг кто-то пробовал, обязательно напишите в комментариях, как это получается. Я же в этот раз выбрала для себя уже более осеннюю палитру оттенков. Темные, такие глубокие, красивые красные цвета, коричнево-красные оттенки с шиммером, без шиммера. В общем, готовлюсь к осени. Очень часто у меня спрашивают номерочки цветов, поэтому в этот раз максимально постаралась вам показать номер цвета и так, как он выглядит на типсике. Покрываю все типсинки в тонкий слой, какие-то цвета ложатся идеально и в один слой, какие-то нужно укладывать все-таки в два. Ну а на руках клиентов я всегда работаю в два слоя, поэтому меня совершенно это не напрягает. На руки клиентов все ложится всегда в идеалочку. Итак, давайте позалипаем на эти красивые цвета и подумаем, что же такое интересное осеннее можно будет с ними изображать. Если есть какие-то идеи, пишите в комментариях, а я в ваших идеях покопаюсь и, конечно же, чего-нибудь придумаю по этому поводу. То есть сделаем мастер-классы с вашими подсказками. Итак, вот такая вот палитра оттенков у меня сегодня получилась. Мои клиентки ее уже рассмотрели, всем все нравится. Все уже ждут, не дождутся более холодного времени года для того, чтобы ее использовать по полной. И первая же клиентка, которая увидела всю эту красоту, конечно же, выбрала для себя красненький гель-лак с блесточками. Ну, любят мои клиентки блесточки, хотя я уверена, что у многих мастеров клиентки любят блесточки. И здесь можно хорошенечко рассмотреть, как же этот гель-лак укладывается на руки. В два тонюсеньких слоя замечательно ложится, никуда не бежит, не растекается ни под кутикулу, ни под боковые валики. В общем, замечательно себя ведет в работе. И сегодня мы с вами сделаем очень-очень быстрый дизайн. Буквально на 2 пальчика, буквально за 2 минутки, буквально за 2 мига нашей клиентки мы сделаем ей дизайн, потому что мы уже устали. У меня было 2 клиентки подряд, дочка и вот сама клиентка. То есть мы совершенно без перерыва все это время сидели и захотели здесь сэкономить время немножечко на росписи. Лучшая роспись, которая экономит ваше время в любой непонятной ситуации, это, конечно же, вензеля.
Поэтому мы покрываем наши ноготки в два слоя. На втором слое, как обычно, доводим до кутикулы боковых валиков, потому что я работаю именно так, и мне кажется, что так выглядит немножечко аккуратнее, потому что второй слой вы заводите дальше, чем первый, и у вас получается нет границы разницы высот. То есть ничего не видно, где заканчивается первый слой, где начинается второй, и покрытие получается идеально ровненькое. Пальчик же под дизайн покрываем блесточками. Мы хотим, чтобы наши вензеля были на максимально блестящем фоне. Как я уже говорила, мои клиентки очень любят всякие разные блестящие покрытия. И ваши клиентки тоже любят всякие разные блестящие покрытия. Поэтому берем гель-лак с блесточками и покрываем им ноготь. После того, как у нас просохло наше покрытие, берем кисточку и ею начинаем делать подмалевки для наших будущих вензелей тем же самым гель-лаком, которым мы делали покрытие. В данном случае делаем подмалевки в мазковой технике, сразу же закладывая будущую композицию своих вензелюшек. Далее покрываем все ноготочки финишным покрытием и прорисовку будем делать уже поверх топа. Почему? Потому что я хочу, чтобы прорисовка была максимально объемной. Ее я уже покрывать ничем не буду. А теперь берем кисточку и вырисовываем наши вензеля. Как всегда, пользуемся правилом для рисования вензелей: капелькой и потянули. То есть мы поставили капельку, подняли кисточку на тоненький хвостик и вытянули из нее максимально тонкий и длинный хвост. Чем тоньше и длиннее будет ваш хвост из капли, тем красивее будут смотреться ваши вензеля. И, молясь про себя, капелька потянули, вырисовываем вензельную конструкцию, ту, которая нам необходима. В принципе, на самом деле, здесь какая вензельная конструкция нам необходима? Да какая нарисуется, такая и необходима и была. Поэтому расслабляем мозг, закрываем глаза и вырисовываем то, что вырисовывается. Если где-то становится не совсем с руки рисовать, переворачиваем руку клиента, руки крутятся у нас на все 360 градусов, и при этом клиентка совершенно не испытывает каких-то неудобств. Руки я еще клиентам в двух местах никому не сломала, сломала только в одном. А знаете, что самое главное при рисовании вензелей? Конечно же, получать от этого удовольствие. Вот как только вы начнете кайфовать в процессе рисования, сразу же у вас все будет получаться. Поэтому сразу самый простой ответ на вопрос, как рисовать вензеля. Да просто рисуйте как-нибудь, как вам нравится.
И да, кстати, самые глазастые сейчас будут мне говорить, что у нас на двух пальцах получились разные вензеля. И слава богу, мы не делали, мы даже не собирались делать одинаковые, потому что это ручная роспись, я не принтер, я не печатная машинка, и я даже не собиралась делать их, даже похожими делать не собиралась. Это изначально с клиентами со всеми оговаривается, и потом все нормально, ни один клиент не начинает мне говорить по поводу того, что ой, у вас тут цветочки разные получились. Итак, вот такие ноготки у нас сегодня вышли. Дорого, богато, стильно, модно, молодежно, в общем, все как мы любим. Поэтому, надеюсь, вам сегодня понравилось. Не забудьте поставить лайк. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!